Опа! Сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. Значит, кто-то в комментариях скинул мне ссылку и попросил перевести вот это вот видео. Как вот комментарий. И эта песня «Поздняя осень», то бишь «Иканайде». Хотя «Иканайде», по-моему, означает совсем другое. Это версия с шоу «Сингер», а потом они будут смотреть, я так понял, оригинального певца, как он спел эту песню в оригинале, да? Когда я переводил, я увидел места, что они вот прям плакали в буквальном смысле. И я не смотрел никогда оригинальную версию, я смотрел только версию Димаша и версию Димаша, где он поет «Иканайде». То есть Autumn Strong и «Иканайде». И вместе с вами я сейчас посмотрю оригинальную версию. Должен отметить, что это видео безумно длинное. Когда я переводил, я хотел перевести абсолютно все, но потом во время перевода я понял, что они говорят примерно одни и те же вещи, точнее, Генри говорила одно и то же, только разными словами. Так как они обсуждали между собой, пауз было очень много, поэтому мне пришлось резать, и самое короткое, что я смог сделать, это 15 минут. Самое короткое. Но знаете, что ничего важного я тут не вырезал, так что поехали. Привет и снова добро пожаловать на мой канал. Генри вернулась. Привет, ребята. И сегодня пришло время посмотреть Димаша. А также мы посмотрим Коитамаки с его песней «Иканайде». Сначала мы послушаем версию Димаша «Поздняя осень», а потом Коитамаки «Иканайде», оригинальную песню. Ребята, если вы хотите, чтобы я перевел что-то конкретное, можете сделать запрос через донаты. Yeah.
знаете, вспоминается начало этой же песни в Лондоне, где он делает вокализм. Вот это было мощно. Wow. Oh. Очень эмоционально. Это была такая красивая песня. Во-первых, я была тронута историей этой песни. Это была такая очень душераздирающая история. Было очень много грустных историй, которые относились к войне того времени. А также я была тронута тем, сколько уважения у него было к этой песне. Раньше мы уже об этом говорили. Он такой естественный и настоящий. И, наверное, самый большой его страх — это то, что аудитория может не понять его из-за его акцента. Он хотел выказать уважение, спев песню на китайском языке. Конечно же, он использовал свой голос самыми разными способами. Но мне понравилось то, как он пел тихо. И это было очень красиво. В начале второго куплета, когда он сделал этот эффект, как будто его голос увядает. Не знаю, заметила ли ты, но это было красиво. В тот момент я такая: «Вау! Да, это было очень красиво!» И как бы неважно, делал ли он там белтинг или оперное стаккато, или пел ли он очень тихо, или использовал штрабас, он в буквальном смысле исследовал каждый аспект своего голоса. И его практика позволила использовать ему все это воедино. Знаешь, он так много практиковался, что теперь он способен делать вот такие вещи, красивые вещи, и выказывать уважение песне таким образом. Да, это была очень красивая песня, да, и хорошо написанная песня. Теперь мы перейдем к оригинальной версии этой песни. Here we go. Так, вот это я не смотрел. Ну, разве что чуть-чуть начало, когда переводил. Но не смотрел, нет. From 1989. То есть текст написал другой человек, да, текст?
Там другое имя стояло.何も見えない何もずっと泣いてただけど悲しいんじゃない暖かいあなたに触れたのが嬉しくて行かないで行かないでいつまでもずっと離さないで Я уже пробрала на мурашки. 行かないで行かないでこのままで行かないで行かないでいつまでもずっと離さないで行かないで行かないでこのままでЭто... Надо сделать эту песню... Знаете, вот надо взять песню «Ададжио», которую пел Димаш на сингере, и взять вот эту песню, и эти две песни сделать планкой для людей, для певцов, чтобы вот люди... Песни должны петься именно вот так. Я вот посмотрел, я, конечно, сдерживал себя, но мурашки так сильно пробрали мою кожу, что даже в моей толстовке были мурашки. Я никогда не видел, что другой певец, помимо Димаша, пел песню так эмоционально. Это все, что я должен сказать. Было так грустно. Воу. Может, нам обняться перед тем, как мы начнем говорить? Нет, все хорошо. Со мной все хорошо. Просто знаешь, первая песня была так и так очень эмоциональная, а вторая еще более с этим грустным человеком. Это было очень грустно. Вы можете почувствовать, что это он написал эту песню. Я даже не знаю, что сказать. Просто в какой-то момент в песне, при прослушивании песни, вы могли почувствовать его боль. Мне кажется, вы могли почувствовать боль, сразу же увидев этого человека. Когда я увидела его, я такая, нет, это будет такой эмоциональной песней.
И когда он начал петь, я такая, о, блин, я могла чувствовать абсолютно все. Очень красивый голос. Но я думаю, что перевод песни был совсем другой, чем в первый раз. Совсем другой, да. И этот перевод был более грустным. Когда он пел, я такая, нет, не уходи. Я такая, я не смогу. В первой версии все было сложнее, но тоже грустно, но не настолько грустно. Да, да, я тоже такая, это же совсем другой текст песни. Окей. А потом я пристегнула ремни, потому что он взял нас в настоящее путешествие. Это было очень интенсивно. Это было, да, как совсем другая песня. Согласна? Да, да, да. Первая версия была не такой эмоциональной. Она как бы была полированной, понимаете? Но в то же время она была очень красивой. А эта версия, она была такой сырой, настоящей. А также песня была очень интенсивной. А также вы могли видеть как бы на его лице пот и, наверное, даже слезы. Можно было видеть, что он все чувствует. Да, все было очень по-настоящему. И да, я согласен, что версия Димаша была очень красивой. Одним словом можно описать его версию. Но эта версия была очень такой сырой, настоящей и как будто без фонтана, наверное, да? Эта версия была с самого ядра. Оттуда, откуда и зародилась эта песня. Знаешь, это когда человек открывается и показывает свою боль. И я такая, вау, я все почувствовала. Как будто в меня пальнули базукой. И снова же я скажу, что первая версия была тоже эмоциональной, и вторая просто добавила к первой. И поэтому я была такая, вау. Я не знаю, заплакала ли бы я, если бы я не послушала сначала первую версию этой песни. Имеется в виду версию Димаша. Я думаю, что причина тому, почему я стала такой эмоциональной, так это то, что я сначала послушал версию Димаша, где он ввел меня в эмоциональное состояние. Я понимаю, что ты говоришь. Потому что со мной случилось то же самое. В первой версии я была очень тронута, а потом, смотря уже второе выступление, мои глаза начали слезиться. Также у оригинального певца был очень красивый голос. Да, когда он начал выходить выше по своим регистрам, я была такая «Вау!». И он был не только экспрессивен, но у него был этот голос, понимаешь, который просто стрелял в тебя. Это одна из тех песен, которая тронула... Это одна из тех песен, которая тронула меня очень сильно, не считая «Любовь, похожая на сон». И обе этих песен тронули меня по-своему. И знаешь, то, как он открыл нам всю свою душу, и вы могли видеть всю эту боль. Дайте мне знать, что вы думаете. Напишите в комментариях какие-нибудь факты, если вам известно об этой песне. Мне было бы интересно почитать. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами либо завтра, либо послезавтра. И всем пока.